Как бы народ ни шутил про Ubisoft, стоит признать, что компания не боится экспериментировать с форматами своих игр, стараясь придумать что-то новое. Да, они, как и все, продолжают доить крупные франшизы, но также предпринимают какие-то попытки освежить их, подарив игрокам что-то оригинальное. А иногда случается и такое, что французы создают нечто совершенно новое и оригинальное. К таким играм можно отнести первую The Crew, представляющую из себя аркадную гонку, которую продвигали, используя 3 идеи. Гонять в команде — это весело. Любую машину можно настроить под любую гонку, и целая страна на растерзание игрокам — Америка. Карта представляет из себя миниатюрную Америку с полными копиями реальных достопримечательностей штатов, то есть можно кататься по всей Америке бок о бок с лучшими друзьями на любимых автомобилях по любым дорогам. Несмотря на масштаб, игровой мир The Crew не ощущался как маленький. Стоит признать, что местами чувствовалась небольшая пустота, которая быстро пропадала, учитывая скорость, на которой рассекали игроки. Сей проект разработала студия Avery Games, из истории которой необходимо знать следующее. На момент выхода игры там трудились бывшие разработчики Eden Games, которые в свою очередь работали над такими играми как Way Rally и Test Drive Unlimited. Новый IP труднее раскрутить, в отличие от каких-нибудь ассасинов или собак, и поэтому Ubisoft предпринимала различные маркетинговые уловки, чтобы привлечь внимание к своему новому детищу. Одной из таких рекламных фишек оказалась сопутствующая мобильная игра. Всем привет, друзья! Как вы уже догадались, настало время очередной необычной истории, поэтому скорее бегите за печеньками с чайком, и мы начинаем. Героем сегодняшнего ролика стала мобильная версия юбисофтовских гонок, да не просто какая-нибудь там The Crew Mobile, а The Crew Road Empire, которая успела выйти лишь на мобильное устройство Apple. Планировалась также версия для Android, которая по определенным причинам не дожила до релиза. И пока я не заговорился, заранее за информацию и помощь хочу выразить благодарность Дану Кто Play. Перед тем, как приступить к полноценному обзору на данную игру, давайте взглянем на ее официальное описание. Создай большой автомобильный клуб в США и управляй им. Выполняй сомнительные контракты на перевозку, разумно распоряжайся своим парком автомобилей, усиливай и модифицируй свои машины, нанимай лучших специалистов и базируйся по всему США. Постарайтесь сильно не удивляться, поскольку по факту удивить вас мне особо нечем, ибо под пафосным названием скрывается самый стандартный менеджмент-раннер с примесью стратегии. Для более понятного объяснения можно сравнить данную игру со старой доброй Traffic Racer. Боже, тебе реально нечем заняться. Зачем делать обзор на это? Ну, во-первых, дружочек, ты прав, нечем. А во-вторых, о ней почти никто не знает. А цель моего канала что? Правильно, просвещать людей. Поэтому садись, в смысле на стул, бери чай с печеньем, если ты этого еще не сделал. Вообще, почему ты этого не сделал? И за дело. Итак, The Crew Road Empire. Мобильная версия многопользовательской The Crew, которая вышла в 2014 году на iOS. Причем бесплатно. Сейчас бы за такое деньги платить. Эту игру разработала студия с незамысловатым названием Ubisoft Mobile. Насчет версии для Android сразу скажу, что про нее нам ничего не известно. Могу предположить, что данная версия находилась в разработке, но в какой-то момент по определенным причинам была отменена, и далее вы можете узнать почему. Суть этой игры заключается в том, чтобы расширить свой автопарк, повышать известность фирмы и выполнять заказы. В распоряжении игрока здесь, как и полноценной версии, вся карта США. Ну, так кажется на первый взгляд. На самом деле здесь нам доступны лишь некоторые фрагменты штатов, и, понятное дело, ни о каком open world и нет и речи. К тому же новые области открываются исключительно по мере прохождения. Ваш автопарк расширяется путем постройки определенных гаражей в различных городах США. Если мы построим несколько гаражей, то открывается доступ к контрактам. К примеру, необходимо довести пассажира до другого города. Креативно, ничего не скажешь. Однако, несмотря на условия задания, как уже неоднократно было сказано, сам геймплей игры представляет из себя раннер, то есть забираем деньги, объезжаем трафик, не забывая использовать закись азота и успевать по времени. Ну и само собой стараемся не врезаться, иначе у вас снимут деньги, да и пассажир будет недоволен. Вдогонку о контрактах. Вы можете либо подождать, пока бот сам доедет до точки через определенное время, либо сесть за руль и сделать это самому. Как вы видите, играть в это вы явно долго не будете. В данный момент вы зайдете только ради того, чтобы подзаработать долларов и золота для покупки внутриигровых предметов. По факту игра в целом не про гонки, она про управление империей перевозок. Поэтому The Crew можно было бы смело убрать из названия. Да и империя звучит как-то слишком громко. Графика игра тоже не может похвастаться. Я могу быть голословным, но вроде как игра на Unity. Также, что является необычной деталькой для мобильной игры, здесь есть какой-никакой сюжет, причем связанный с оригинальной The Crew. Действие мобильной версии происходит после первой игры. Главным героем является не какой-нибудь там Алекс, а именно ты. Все начинается с того, что Алита будет вас со словами, что типа пора вставать, братишка, мы до Детройта доехали. Мы доезжаем в гараж Гарри, где Алита просит помощи для игрока. После выполнения задания выясняется, что Гарри ждал какого-то парня, который хотел работать на него, и игрок оказывается тем самым парнем. Мы создаем свою фирму, придумываем название и начинаем
начинаем свой путь к званию босса всеми известного автоклуба 5-10. И тут начинается геймплей. Под управление игрока попадает раздолбанный седан без какой-либо лицензионной марки, что странно, ибо у некоторых других автомобилей она есть. Гарри говорит, что необходимо выполнять заказы, и нашим первым поручением становится, сделать удивленное лицо, перевести пассажира из одного города в другой. Поручаем это задание боту и идем чилить. Ладно, пока бот выполняет этот заказ, мы нажимаем на другой город и забираем Мустанг. Как можно заметить, в игре присутствует даже стайлинг и тюнинг. Из стайлинга доступны покраска, винилы, а из тюнинга детали, которые выпадают в кейсах. Бра. Впрочем, это было предсказуемо. Чего еще ожидать от мобильной фри-то-плей игры и еще от Ubisoft? В игру можно поиграть только на айфонах, владельцы которых и так сильно потратились на свои устройства. Хочу предупредить, внутренняя прокачка довольно скудная, и от нее нет смысла, кто бы мог подумать. В этих кейсах попадаются не только детали для тюнинга, но и прокачка ваших специалистов, людей, которых игрок закрепляет в каком-либо гараже. Понятное дело, чем выше уровень ваших сотрудников, тем больше денег они приносят. Автопарк тут не очень большой, всего в игре 15 автомобилей, из которых 5 не имеют лицензии. А еще одна так вообще коповская. Далее игра вновь нам объясняет, что заказ можно выполнить 3 способами: сесть за руль самому, оставить все на бота или ускорить поездку. Что самое забавное, поездку можно переложить на плечи бота прямо посреди ручного выполнения заказа. Кстати говоря о ботах, твой таксопарк может иметь лишь 5 водителей, а следовательно и 5 автомобилей. С каждым новым уровнем добавляется один новый водитель. У всех пассажиров есть свои предпочтения, а о некоторых игра даже не стесняется говорить напрямую. К примеру, есть такие товарищи, которые терпеть не могут винилы на машине, и они ни за что не сядут в такой автомобиль. Кроме пассажиров порой попадаются и грузы, хотя бы их устроит внешний вид любой машины. Разнообразия грузов, конечно, нет, поэтому переходим к действительно интересному моменту игры – гонки. А если быть точнее, это дуэль по прямой в 3 полосы с трафиком, который все так же надо объезжать. Этот режим, кстати, можно поручать своим водителям. Некоторые трассы имеют участки бездорожья, для которых некоторые автомобили не подойдут. Нет, пройти любую трассу можно на любой машине, но на правильно подобранной машине это будет быстрее и проще. В меню также можно увидеть такой пункт, как PvP, который за весь жизненный цикл игры так и не реализовали. Максимум, что она получила за всю свою поддержку, это несколько апдейтов. Все дело в том, что игра первоначально вышла исключительно на территории Новой Зеландии, и лишь в будущем ее планировали распространить на территории других стран. Сказать точно, появилась ли она, нельзя. Я, даже IP-файл не смог найти, о чем тут говорить. Ее тупо нигде нет. Все, что осталось, это лишь пару футажей и один обзор на ютубе. После всего услышанного ответьте мне на вопрос, соответствует ли игра своему описанию, изложенному в начале ролика. А также скажите мне, догадались ли вы, почему же сей проект не вышел на Android. И еще можете посмотреть обзор на эту игру у вот этого человека. Он хотя бы в нее поиграл. Ну что ж, дорогие друзья, на этом все. Я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Если это так, то я жду вашей активности под ним. Не забывайте подписываться на канал. Отдельное спасибо нашим спонсорам. У них есть определенные плюшки, которые могут помочь каналу прожить. На этом все. Всем удачи и пока. Ну и как тебе эта игра, Дан? Такое говно.